Друзья, приветствую вас. Это утренний обзор. Основные события, основные индикаторы, что планируется, что ожидается и какие движения на открытии российской фондовой биржи. Так, давайте рассмотрим, что здесь в Америке происходило за ночь. Возник конфликт между Мнучин и Пауэллом. Суть конфликта заключается в том, что Мнучин за сворачивание программы оперативной помощи, там порядка 500 миллиардов долларов осталось. Он хочет эти деньги перевести на гранты, то есть и адресное предоставление, кто заключает грант с правительством, он эти деньги получает. А Пауэлл настаивает на том, чтобы сохранились текущие программы, в том числе мейнстрим, выкуп муниципальных облигаций и, соответственно, чтобы можно было оперативно разруливать ситуацию и оказывать помощь. Так, ну вот вчера вечером возникло это столкновение. Ну, по сути, наверное, все-таки это конфликт, связанный с переходом президентской власти. И, соответственно, здесь каждый отстаивает свои интересы, но с точки зрения здравого смысла позиция Пауэлла, наверное, она более правильная, потому что сейчас из-за эпидемии очень тяжелая ситуация на так называемом Срединном Западе, и там в любой момент могут потребоваться средства для выкупа муниципальных ценных бумаг. И поэтому так хочется сказать: Мнучин, ты не прав, зачем ты раскачиваешь лодку? Так, друзья, возвращаясь к новостям, что тут у нас такого интересного нет? Ну, ремдесивир оказался неэффективен. Я об этом неоднократно обращал ваше внимание, потому как это совсем другого рода препарат, он здесь, скорее всего, не будет работать. Но есть и позитивный момент. Проходит конференция Bloomberg экономическая, и там глава AstraZeneca заявил, что уже на следующей неделе или через неделю они будут подавать документы на регистрацию своей вакцины. Это позитивный момент, скорее всего, рынки это вдохновит, и новый виток вакцинного ралли мы увидим. Так, ну это что касается текущего положения с вакцинами, это слепок на 18 ноября, но здесь особо существенных изменений нету. Так, вот здесь интересная статья по поводу статистики в Америке. Ежегодно в Соединенных Штатах, ну, на примере 2019 года, в авариях и от гриппа погибает порядка 35 тысяч человек. На текущий момент от коронавируса уже погибло 250 тысяч. Это к вопросу об опасности данного заболевания и о том, раздули или не раздули ну, вообще всю эту информацию и относительно тех мер, которые надо предпринимать. Так, ну это вот ремдесивир, который не работает, тут все понятно. Ну и на фоне текущей ситуации Евросоюз делает все возможное для того, чтобы оперативно рассмотреть и по возможности принять использование вакцин. По крайней мере, это касается вакцины Модерна и BioNTech Pfizer. Ну, Pfizer это немецкая компания, я думаю, там все проще будет. Единственное, что они заявляют, минус 70 градусов для транспортировки, это, мне кажется, перегиб на местах. Вот. Ну и уже подписаны контракты на там сотни миллионов доз, которые будут предоставлены. Так, вот такой график интересный. Автор анализирует данные, которые берет с портала сайта университета Джона Хопкинса. Здесь пересечение среднедневных по приросту новых инфицированных в Европе и США. И здесь наложение графика прироста новых заболеваний и смертности. Вот исходя из этих двух графиков, автор делает вывод о том, что сейчас, поскольку произошло пересечение, эпидемия должна пойти на спад. Посмотрим, как эта модель будет отработана. Пока я со своей точки зрения вижу, что с наступлением холодов действительно должно произойти облегчение. С учетом того, насколько произошел рост новых случаев, наверное, существенного спада не получится, но я думаю, по крайней мере, ситуация либо заморозится, либо начнется откат прироста новых случаев. Так, далее календарик. Сегодня китайский банк сохранил ставку рефинансирования. В 11:15 сегодня рано выступит Лагард, соответственно, это волатильность для евро. Так, и далее, что у нас из важных событий? Вечером публикуют статданные по России. Это ВВП и объем розничных продаж. Ну, безработица тоже, но у нас она мало о чем говорит, потому что здесь есть своя специфика. А вот объем розничных продаж, здесь, что называется, не полукавишь, он все выдает с головой. Так, давайте рассмотрим позиции на форце ММВБ. По РТС юрлицы ожидают снижения просадки РТС. По Сберу такая же картина, ожидают снижения
А по Газпрому наоборот ожидают отскока, шорты срезали. Так, по ГМК здесь какая-то непонятная картина, я не знаю, мне кажется, это ошибка, потому что юрлица внезапно позакрывать позиции и оставить все физикам, ну что-то мне кажется, здесь что-то не то. Доллар-рубль. Здесь юридические лица делают ставку на укрепление рубля. Причем такая мощная ставка. И поэтому в начале, ну как минимум, скорее всего, будет задерг на укрепление рубля. Возможно, пойдем на 70. Тестировать на прочность 75.52. Но у нас вот текущая формация рубль-доллар USD Tomorrow 4-часовой таймфрейм. Здесь у нас получается по сути должно быть еще одно движение на 75,7 как минимум. Возможно тестирование 75.52. Вот в случае пробоя 75.52 мы отсюда увидим провалы движения уже на 75.1, 74.85. Вот, но пока я думаю с утра будет движение вот сюда, в это место, и соответственно отсюда мы скорее всего, я так предполагаю, увидим отбой и отскок. Первая цель 76,6, 76,75. Вообще вот этот уровень, его конечно надо отработать, 77,35. Так, далее рубль-евро, здесь тоже ставка на укрепление рубля, порезали лонги. Так, ну и по сути вот ситуация евро-рубль, Tomorrow 4-часовой таймфрейм. Здесь у нас уже началось движение на рост евро. Вот, но судя по ставкам юридических лиц, предполагается, что отсюда будет задерг вниз. И цель этого задерга, судя по всему, будет 89,9, 89,7. Вот этот диапазон. Соответственно, задерг вниз произойдет, если на открытии мы пробьем, возможно, даже гэпом уровень 90,17. Вот как его пробиваем, сразу идет движение вниз. Вот. Если не будет пробития 89,6, 89,5, то отсюда возникает отбой. И цель этого отбоя движение в этот диапазон 97, 91,1. Вот сюда вот. Ну вообще как бы по 4-часовику здесь евро-рубль, вот разворотная каркозябра. И цель этой каркозябры отскочить куда-нибудь на 93, 92,8. Вот. Но с учетом того, что идет риск-он, постоянные заявления по все новым и новым чудодейственным вакцинам, наверное, пока это движение притушат. Вот. Это движение произойдет, если в результате отскока пойдет устойчивый пробой 91,1, 91,2. Вот этот диапазон, если пойдет, можем очень быстро сходить повыше. Евро-доллар. Но здесь ставка на то, что евро к доллару будет укрепляться. Так, по фунту наоборот. Считаю, что фунт будет проваливаться. По нефти сократили шортовые позиции, ждут роста. Так, друзья, ну вот нефть, часовой таймфрейм, бренд. Смотрите, во-первых, на что обращаю внимание, идет поджатие. Обычно поджатие возникает перед резким движением. Сейчас на текущий момент был отбой от верхней границы и развивается движение, цель которого сходить вот сюда, в этот диапазон. В том случае, если будет пробитие 43,8, вот этого значения, то мы отсюда увидим провал и движение, цель которого будет 43,2. Вот. Но пока пробития здесь не будет, больше вероятность того, что отсюда разовьется отскок и движение в рамках вот этого боковика на 44,4. Вообще вот здесь есть цель сходить все-таки на 44,7. И я думаю, мы это увидим. И вот эта идея движения на 44,7, она сработает, если не будет пробития 43,8, 43,7. То есть, если вот сюда вот не пробиваем, то у нас наиболее вероятный сценарий движения сегодня, отбой от этого значения и движение сначала сюда, потом при закреплении здесь движение сюда. Так, серебро, но здесь ставка на рост серебра, причем на хороший такой рост и отскок. Так, ну вот серебро, дневной таймфрейм берем. Но смотрите, у нас уровень 23,8, он как ни крути устоял. Был ложный пробой, и по сути мы получили двойное дно. Сейчас наиболее вероятный сценарий это отскок на 24,9. Вот. Этот сценарий не сработает, если у нас пойдет пробитие уровня 23,7. Немножко 23,8 на 0,1 сместилось вниз. Вот. Пока здесь все-таки, мне кажется, больше вероятность того, что произойдет отскок. Так, ну по золоту, мне кажется, юридические лица погорячились, они сделали ставку на то, что золото будет продолжать падать. Так, ну вот график золота, что здесь примечательно. Пока что на текущий момент 1855 устояло. Если сегодня мы не увидим повторного пробития
1850, то есть не будет добития вот этого диапазона, то здесь у нас разворотная формация, и, соответственно, эта разворотная формация, она разрешается движением на 1882. Юрики сделали ставку на то, что золото будет падать, вот, поэтому вполне возможно мы сейчас получим задерг вниз на 1856, вот, но если устоит вот этот диапазон, отсюда разовьется коррекционный отскок, цель которого будет движение вот сюда, вот на эту конечное значение. Вот, ну да, пока на текущий момент тренд на золото нисходящий, но вот в этом месте вполне возможно произошел перелом и начался рост. Так, друзья, далее фьючерс РТС. Здесь юрики сделали ставку на то, что РТС будет проседать. Но здесь у нас получается это часовой таймфрейм, Риза, декабрьский фьючерс. У нас вот здесь вот боковичок. На открытии, если мы пробиваем верхний диапазон, у нас пойдет тестирование 128 тысяч. В случае пробития и закрепления движение на 130. Вот. Если же мы здесь получим коррекционный откат, то если этот откат не пробьет 125 тысяч, вот это значение, то мы в любом случае будем двигаться в рамках этого коридора. Сегодня же тогда пробьем 126 200 и сходим на 128. Если с утра прямо идет движение вниз и пробитие 124 800, то у нас отсюда пойдет провал. Цель этого провала сначала попытаться закрепиться 122 200 и потом сходить вот сюда, вот в этот диапазон. Вот такое мое видение по основным инструментам. Спасибо за внимание.